проклятие какое-то, что мы не выходим вообще именно в эту лигу. Побеждать. Больше нет цели. Я начал смотреть всякие ДНК их, всяких разных команд, Тир-1. Люди ходят, на которых ты в детстве смотрел, и вот они рядом стоят. Эти пацаны могут меня привести к трофеям, и я их могу, потому что я понимаю, что я могу хорошо играть, показывать хороший результат. Всем привет, с вами Бис из команды Virtus.pro. Я Торо из Космонавтства КС2. Я из Волгоградской области, с небольшого поселка Средней Ахтуба. Население где-то 10 тысяч человек. Я из поселка Кресса, Новгородская область. Пинг плохой, ладно, хороший на самом деле. 30 на Германии нормально. Я начал играть с 10 лет. Познакомил меня с Counter-Strike мой отчим Костя. Я был, получается, в каком-то 5 классе и начал играть, соответственно, в CS 1.6 сначала. Сначала я играл просто на серверах CS 1.6, потом я начал с друзьями играть вместе, со старшими, там, на 5-6 лет больше им было, чем мне. Потом, когда меня познакомил друг еще один с CSGO, и первое мое звание было это Gold Nova 2 или 3, что такое. И я, начал просто тренироваться, смотреть всякие разные видео и начал развиваться просто в этой игре. Я смотрел за всякими разными проигроками, я начал смотреть всякие демки их, всяких разных команд, Тир-1. Ну, вот так вот. От брата я научился в Control играть, он мне показал, что это. Сколько тебе лет тогда было? Лет 7, наверное. Ну, сначала в Source было. Он играл сначала в Source. Когда вышел CSGO, перешел в CSGO. Я смотрел, как он играет просто. Мне тоже хотелось играть, и с тех пор вот я играю. Но у меня всегда были проблемы именно с компом, там, со всем вот этими девайсами. Когда я начинал, там, какая-то мышка за 500 рублей была, там, да и комп. Но тогда еще это было более-менее позволительно, короче. Комп, наверное, был где-то 140 FPS, 120 в CSGO и 75 Гц монитор. И там мышка за 2000 рублей, G102, Cloud дефолтная какая-то. Так играл, сидел. Хотелось просто комп получше и монитор. А на девайсе мне было все равно. Ну, конечно, чтобы упростить как-то путь, конечно, лучше сразу начинать с чего-то хорошего. Но первая моя мышка была какая-то вроде Блади, а ковер у меня был, короче, Apple-овский. Яблоко Apple-овское, я помню, это легендарно. И мышка, клавиатура тоже Блади была. Наушники у меня были HyperX какие-то. Раньше я занимался футболом, ходил на футбол. Наверное, футболистом больше. Но у меня не было такого, что прям я кем-то хочу стать. У меня была только одна цель. Я сидел, играл в фэн-тру, мне особо ничего другого интереса не было. С самого детства я хотел стать, наверное, футболистом. У меня было именно окружение. Все пацаны играли в футбол, все просто. Это всякие турниры выигрывали. Попал в футбольную команду. Я занимался до 14 лет. Да, и потом, в 14 лет я понял, что у меня есть шанс пробиться в киберспорте, там попасть в более сильную команду. И я ушел просто с футбола и начал фулл играть в контру, там, прем играть, вот это, заниматься этим. Я прям не сильно следил за про-сценой, но всегда Симпл на хайпе был, поэтому до Симпла с самого детства равнялся, но роль сейчас меняется, и другие игроки появляются. Сейчас мое мнение поменялось. Сейчас Донг, скорее всего. Уверенный пацан. Там в детстве, наверное, я равнялся... Ну, я не равнялся, мне просто нравился, как играл Simple. Он именно уверенно играл, показывал очень жесткий уровень игры. И на именно рифле, если брать, мне очень нравился Electronic. Типа фигня какая-то, ты лучше там учись. Базовая штука. Но потом уже, когда там какие-то деньги появились у меня уже, я начал там им давать что-то, а потом уже лояльно начали относиться, поддерживать и все такое. Ну, это и вообще изначально было, когда я только начинал в контру играть. Но потом, как появились какие-то первые там призовые или какие-то заплаты, то уже спокойнее стали. В семье у меня есть, отчим, мама, сестра младшая, потом, бабушка, дедушка, понятно. И у меня еще есть, двоюродные сестра и брат, которые меня, по сей день поддерживают в моей сфере. Когда я попал в Virtus.pro же, моя мама такая, относилась. Сначала меня в Москву не хотела пускать, медиа день когда был. Потому что, фигня какая-то, это все фигня, думал. Меня отвез отчим как раз-таки. Я не на поезде ехал, а отчим отвез. Мы 4 часа ехали. А как тебе удалось его уговорить? Сказал, если вы меня не отпустите, я сам уеду просто. Сейчас недавно тоже мама, со школы был вопрос.
и было тяжело не ходить в школу. И очень как раз-таки посопутствовало этому, чтобы я поехал именно вот все, типа 100% решение свое принимал. Он сказал, типа, пусть он сам решение принимает свое, это его жизнь. И мама тоже, типа, такая, ну, относилась, думала, то, что школу надо закончить, 11 класс, вот это. Мы поехали, ну, отчим нас отвез, мы поехали подаваться на паспорта, вот это все делать. И мама сейчас меня уже сильно поддерживает, с отчимом говорят, то, что поздравляем тебя, ну, то, что уже официально перешел именно. Когда вышло CS2, у меня не было компа, мой старый комп сгорел, когда я в CSGO играл. Не было средств, короче, купить комп, и я сидел месяцев 8, наверное, просто не играл в контру. Там не фейсить, ничего, может, там у друзей поигрывал иногда. Я учился в 10 классе, и где-то уже под конец мне написал Фомос, человек, который работает в ВП, пригласил меня просто потеститься в свой состав. Тогда мне не было ни компании, ничего, я поехал в клуб, в город, сыграл там пару праков, и все, и меня взяли сначала в стак его, и потом уже пошли тесты VP Future, попал в VP Future с тестов. Но именно первый буткемп, это было VP Prodigy летом, этим, получается. А вот там уже я прочувствовал вайб вот этот командный. Все там просыпались, друг друга видели каждый день. Вот. Был рабочий вайб такой. Это на самом деле хорошо для меня. Но вообще меня заметил Егор Фомолс, это наш, Virtus.pro вообще, это скаут, который ищет молодых игроков. Именно посоветовал меня CEO команды Fluffy Gunsers, Андрей его зовут, сказал то, что типа я круто играю, вот, и меня взяли в VP Future. Я не был удивлен тому, что меня пригласили на тот момент в VP Future, потому что я знал, что я, когда играл тесты, я просто сильнее этих игроков типа на 2 головы, и все. И типа я понял, что я попаду туда в любом случае. Сначала мы начали играть VCA Open, попали в VCA Main, там 3 сезона просто ничего не получалось, вообще просто ничего у нас. Сложилось впечатление, что мы больше никогда не выйдем типа в Advance. Проклятие какое-то, что мы не выходим вообще именно в эту лигу, потому что это лига, где можно попасть на ХЛТВ, вот, и там показывать результаты. И в итоге мы вышли на свой первый лан в Казахстан, MySkill Pro League, вот, и там уже какой-то результат более-менее показали. У нас, именно если брать тренера по Prodigy, проблема, он поставил нам очень хороший дефолт. Еще он нас научил именно готовиться к командам. То есть ты смотришь какие-то демки соперников на сайте, там, Skybox, и ты понимаешь, как соперники играют, и ты подстраиваешь свою игру под них. И, соответственно, вот эти все моменты он нам помог и рассказал, как правильно все делать. Говорил свои какие-то, именно свой опыт нам передавал тоже, потому что он опытный игрок. Я считаю, что он ключевую роль в моем развитии, в развитии пацанов тоже сыграл. Мы играли квалификацию на Казахстан второй, на MySkill Pro League. Сплотиться просто нам помог очень сильно. Буткемп вот именно перед Казахстаном. И во время каникул мы сделали специально буткемп, чтобы мы познакомились с жизнью, во-первых, сплотились как коллектив, и там какие-то привычки, может, друг друга узнали, именно игровые. Мы на буткемпе вставали там в часов 11, у нас 2 часа там теории какой-то было, мы там разбирали какие-то карты, потом у нас типа 5-6 праков каждый день, и вот так типа 20 дней ты играешь каждый день, и это помогает очень сильно, именно как команде становиться сильнее. Ты, кстати, взял MVP же. Взял. Я не радовался ему. Оно есть окей. Но как я играл, я считаю, что я, типа, не достоин этого. Типа, я не круто сыграл, чтобы прям говорить, что я МВП. Для меня это, типа... Как мы играли вообще в финале, я считаю, что это позор просто, как мы сыграли в финале, буквально. Потому что мы не должны так много ошибаться, потому что мы ошибались буквально много очень раундов. Я ошибался в том числе. Были мысли, когда мы начали какие-то результаты показывать, но именно прям, чтобы я мог знать то, что так получится. Мы прилетели с Казахстана еще, когда вы по Prodigy играли, выиграли чемп. Прилетели, там дня 2 отдыха было, и вот мне написали то, что надо там с документами решать вопрос. И вот так вот. Я плюс-минус узнал, так что вот все. Волнение в любом случае оно было. Даже там оно может быть всегда, даже когда ты на арену выходишь, даже у любых профессионалов. Во время игры, когда ты играешь, задумаешься о том, о чем-то другом думаешь, и оно постепенно пропадает. Родители в шоке были, рады были. За меня порадовались, сказали, что круто, молодец. Я рад был. Но я просто понимаю, что еще надо показывать результат. Не просто типа рад быть, круто, да, попал. И там играть там 0.8 рейтинга, там, условно говоря. Я не могу таким быть человеком, который
играет, просто отбывает номер. Я не могу быть таким человеком. Я хочу быть просто показывать хорошие результаты, показывать с командой именно результаты, выигрывать трофеи, а не отбывать свой номер. Организация Virtus.pro помогла мне, в принципе, открыть вообще путь в мир киберспорта. Это моя, считай, первая команда была VP Futures, с которой я начал. Помогли то, что они сошли звезды, то, что вы купили состав. Они нас перевели в VP Project, дали нам хорошего тренера, хорошего аналитика, психолога еще вместе с этим. И мы вот так работали. Тренер делился каким-то своим опытом. Построил нам хорошую структуру. Все играли, просто хотели добиться чего-то. Какие-то результаты пошли. Я попросил компьютер у организации, потому что у меня было не так все хорошо опять с комплектующими. Мне прислали комп, который стоит до сих пор у меня дома. Я считаю, что они внесли большой вклад в мое развитие как личности, как профессионал. В Сербии, получается, особо ничего не чувствую, просто прикольно то, что там люди ходят, на которых ты в детстве смотрел, и вот они рядом стоят, можно так сказать. Чего вайб был, все просто друг с другом общались там. Вот так я там что-то рассказывал про себя, они что-то рассказывали. Вот так познакомились. Кого-то прям отдельно выделять неохота, но все вкладывают какую-то частичку себя в меня, пытаются поделиться опытом каким-то, но, наверное, если уж выделять кого-то, то это, наверное, Женя Флит. Он делится опытом, там по жизни помогает, еще что-то. Такой он приятный человек. Приняли меня, на самом деле, хорошо, если честно. Больше всего я общаюсь с Женей Флитом. Он мне помогает в плане игры очень много. С Ваней я очень много общаюсь, с Финном. Он мне тоже много историй всяких разных рассказывает. Именно в игре помогает много. Илья Перфекто тоже много помогает. В каких-то моментах, когда я не понимаю что-то, либо я начинаю общаться на какие-то моменты с пацанами, и они объясняют, почему это не так, почему это так. И, вот эти моменты все не помогают. Больше всего я общался с Женей, конечно, 100%, потому что, какой-то коннект мы словили с ним. Он помогает нам, с Торо. Мы даже с ним сидим, больше всего именно демки смотрим, даже там до 3 утра, до 2 утра именно с ним. То есть он рассказывает какие-то там реакции на что-то, на какие-то моменты, но все это поясняет, и мы перенимаем от него опыт очень много. Считаешь ли ты, что именно просмотр демок от проигроков помогли тебе сделать такой рывок и скачок? Да, конечно, потому что ты, когда смотришь демку, ты начинаешь какие-то замечать привычки игрока, какие-то тайминги, то есть ты смотришь определенный момент, там какая-то ситуация происходит, и ты запоминаешь эту ситуацию, и с этой ситуации ты можешь сделать вывод какой-то, когда у тебя она случается в игре. То есть ты можешь то же самое сделать, как игрок сделал, и это может быть правильно. А может быть, ты посмотришь демку, и ты научишься на его ошибки, и ты уже не совершишь эту ошибку в этой ситуации. И также в демках ты можешь увидеть много гранат. Сейчас CS2 я тоже много демок смотрю, потому что новый уровень все-таки сейчас я перешел в Virtus.pro, и Тир 1 это немного другой уровень, чем он отличается от Тир 2, где мы играли, Тир 3, Тир 2. После, наверное, первых 2 игр на первом лане, Фалькон и в первой игре дебютный, вот это было нормально. Там, уже после такого особо стресса не испытываешь. Я приезжаю на ланы с таким майндсетом, что просто надо сыграть свою игру, ничего другого, какого-то сверхъестественного не делать. Играть, как я умею играть, и все. В Шанхае когда я узнал вообще, что я не буду играть, я расстроился, это первое, моя такое чувство. Я маме написал то, что я не играю, можете спать, ложиться обратно, не смотреть эту игру, потому что у них было 6 утра, это по Москве. Они уже были готовы смотреть. Да. Там многие и из академики пацаны тоже встали ради того, чтобы посмотреть. Я им говорю, пацаны, я не играю, забейте. Не забейте, просто я не играю, и все. И мама сказала то, что так и надо, было. Значит, в будущем что-то меня ждет более больше. Может быть, турнир какой-то из этого выиграть. Потому что я не готов к этому моменту именно сейчас был. Не осознавал, что так может произойти вообще. То есть это вообще было супер сюрпризом? Не супер, но с сюрпризом оно было, да. Я думал, я сыграю, скорее всего. И так получилось. Не повезло. В Ченду, я думаю, что, во-первых, мы потренируемся побольше еще, то есть вместе мы проведем больше времени, больше еще как-то познакомимся, может, еще сильнее. И надеюсь, что в Ченду мы покажем хороший уровень игры. Нужно просто кайфануть от игры, это первое. То есть не бояться где-то там умереть, не бояться какое-то решение принять. Я сейчас, в моменте осознаю, что я буду волноваться во время игры очень сильно, из-за этого я могу играть очень плохо. Но я надеюсь, что на сервере я буду просто играть, как я умею играть, и не бояться ошибки совершить. Просто показывать уровень игры, который я могу показывать. Конечно, когда ты год играл с человеком,
Конечно, это приносит легкость. Просто вы друг друга понимаете, уже костяк какой-то есть у вас. Проще, короче, играть в игру становится, когда человек, с которым ты играл. Это помогает, конечно, что Вадим со мной в команде, мы можем пообщаться на какие-то темы вместе. Просто с Вадимом более для меня комфортнее играть, потому что я могу поделиться, во-первых, поделиться своими чувствами, как я себя чувствую в данный момент времени. Ты уже, вот даже мы в связке играем на одних и тех же картах вместе, и ты уже знаешь, как он будет действовать в той или иной ситуации себе, и это помогает в игре. Именно так и эмоционально, именно в жизни, я имею в виду, так и на сервере. Петя просто добряк, ну, такой пацанчик приятный очень. Женя, Флит, умный просто, как тебе поможет в любую минуту жизни твоей. Илюха, это то же самое могу сказать про Илюху, он такой вспыльчивый бывает в моменте, но именно в душе, когда с этим в жизни общаешься, он приятный очень человек. Тора тоже вспыльчивый бывает в моменте, но такой серьезный пацан просто серьезный пацан. Петя такой просто человый добряк, чуть-чуть, может, похож на меня именно в каком-то характере. Илюха семьянин такой уже, у него жена, ребенок. Там может пошутить, что-то подбодрить. Жека много помогает, серьезный такой, плюс-минус, но может пошутить иногда. Ваня Фин тоже добряк такой, смеется часто. Ну, чтобы быстрее адаптироваться к новой команде, я же типа не знал там структуры или еще какие-то раунды. Мы пошли там в Discord обсуждать, что пацаны делали до меня, чтобы я быстрее как-то влился в эту всю историю. Вот так вот мы познакомились, начали общаться, демки смотреть. Да, Ваня, на самом деле, в тот момент, как я пришел, мы сразу пошли разбирать какие-то тактики, а именно структуры какой-то, которые они играют, именно тактики какие-то. И личные моменты мы с ним больше обсудили какие-то в жизни. То есть, что мне нравится, что мне не нравится, вот это. Ваня добрый человек есть. Ну, мне очень нравится с Ваней работать. Мы еще с ним в плане еды. Мы, короче, когда в Китае были, мы одно и то же больше едим. Все. Мы не едим всякую вот эту рыбу, суши, вот это все мы не едим. Мы просто едим там обычно там какие-то картошка, макароны, вот это все. Типа рис. Ну, прям, чтобы кардинально особо ничего не поменялось. Я также просто ответственен, также смотрю, также хочу выигрывать. Особо ничего не поменялось. Проход на мейджор просто, ну, так бывает в жизни, ну, что поделать. Мне в академике больше нравилось в плане вайба в команде. То есть мы друг друга там обзывать могли, ну, типа в шутку я имею в виду. Ну вот, у нас был какой-то вайб именно в команде такой, когда мы как братики друг к другу относились. Мы общаемся, да, со всеми пацанами до сих пор также. Там кто-то угорает, профиль, типа, просто там какие-то ну, просто шутки. Кто-то поддерживает. Ну, все пацаны поддерживают, на самом деле. Тут именно такой фулл рабочий процесс, ты, типа, концентрация у тебя на игру, у тебя взрослые люди уже, которые, типа, там, жена и дети есть, и ты не можешь, типа, себе такого позволить тупо. Не можешь такого позволить себе общение, как со своими ровесниками. Вот. Ну, вайбы хороший, на самом деле. Рабочий момент такие хорошие, тренируемся очень много. Но именно в плане тренировок тут из-за того, что времени больше есть, потому что у пацанов там универы, школа, они уделяются игре больше, соответственно, больше прогресса в Virtus.pro. Именно основе будет для меня, так и для команды. Я вижу, что они хотят молодым помочь, ну, типа нам с Торо помочь очень сильно, чтобы мы развивались, чтобы становились сильнее. В глубине души я понимаю, что эти пацаны могут меня привести к трофеям, и я их могу, потому что я понимаю, что я могу хорошо играть, показывать хорошие результаты. Просто рабочий вайб, то, что все хотят выигрывать какие-то титулы, поднимать вот это максимально. Почти все, ну, там пару карт отличаются, но почти все мои роли, которые я играл, комфортно. Если брать статистику на ХЛТВ, то я могу выполнять, мне кажется, эти все роли. Типа я в моменте могу гранаты накинуть. И пассивным в моменте, и активным. То есть у меня это все зависит, как я чувствую в моменте. То есть когда надо сыграть активно, я пойду что-то сделаю. Когда надо сыграть ничего не делать, чтобы победить игру, я не буду ничего делать. Но более активный, скорее всего. Более активный я буду, чем пассивный. Ну, всем молодым игрокам могу посоветовать смотреть демки, развиваться в плане игры, много играть в игру. От 180 часов за 2 недели надо. Но не у всех есть возможность. Так, кто-то учится, кто-то еще что-то. Разобраться, почему произошло так, какое-то поражение, или где тебя переиграли, почему так произошло, что можно было сделать по-другому, чтобы выиграть эту ситуацию вот так. А по телу просто себе максимально не думать ни о чем, кроме Элла, когда ты играешь.
и тебе в какой-то момент 100% за кто-то заметит. Организация, на самом деле, помогает лучше, чем просто какие-то стаки или что-то, ну, такое. Просто дает больше тебе связей каких-то, могут тебя порекомендовать как игрока. Вот так вот. Слушаться старших — это первое, которые люди тебя опытнее, это важно очень. Верить в их слова, то, что они тебе говорят. То есть не просто говорить «да, окей», а именно если ты знаешь, что человек тебя старше, и он опытнее, то просто слушать его. У меня есть такая черта, что тоже я спорю, и я понимаю, что это личная черта, это не нужно в моменте. Самое главное молодому игроку — это смотреть много демок и перенимать какие-то моменты с игры с более опытных игроков. То есть как они прицел ставят, куда они кидают гранаты, когда они кидают гранаты. Это очень важно все. Всем могу посоветовать, кто хочет пробиться в киберспорт, даже кому сейчас там 17 лет, 18, и кто также там еще никуда не попадал или что-то такое. Просто могу посоветовать всегда верить в себя, не сдаваться, просто играть в игру, максимально получать удовольствие от этого. И оно как-то само притянется. Так было и со мной. Так, я думаю, может еще с кем-то повториться. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь более сильных игроков, когда вы играете против них. Не думайте, что они круче вас. Просто играйте в свою игру и показывайте ту игру, которую вы умеете играть. Все. Сейчас будет турнир в Китае, еще один, и от него будут типа зависеть там ВРС очки, ну, ранг наш. И из этого тяжело сделать какие-то, ну, на год прям представить. Может быть, через год мы будем все выигрывать, а может быть, ничего уже не будет. Типа, это тяжело так представить. Но надеюсь, что мы через 3 месяца станем как команда сильнее, 100%. Надеюсь, что 5 человек, которые сейчас есть в команде, будут и также оставаться, и мы будем тренироваться. Личную цель я хочу поставить просто выиграть турнир какой-то тир-1. Я просто понимаю, что если мы выиграем турнир, большая вероятность, что я могу получить какое-то личное достижение. И все. У меня нет такого, что вот я хочу получить лучшего игрока там турнира. Оно есть внутри меня, это понятно, но я хочу именно показывать командный результат. Хочу развиться именно как личность, как игрок. Много что нового хочу узнать там о командной контре, о каких-то индивидуальных действиях своих. Выиграть там, может, чем какой-то. Вот так вот. Побеждать. Особо больше нет. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Бис из команды уже Virtus.pro, а не Prodigy. Болейте за нас на ЕМ Чэнду. Мы постараемся выложиться на максимум.